Я приветствую сегодня нас 150, почти 160 человек. Приветствую вас сегодня в нашей комнате. Думаю, что вы меня слышите хорошо. У меня показывает индикатор, что со звуком все в порядке. Подтвердите, пожалуйста. Да, хорошо, спасибо. Сегодня я хочу продолжить говорить о программе недвижимости, потому что эта программа неординарная. Это программа, которая выводит нас на высокий уровень, и поэтому к ней нужно быть готовым. Еще почему? Потому что многие не осознают то, цель нашей компании, глобальность нашей компании, цель наших проектов. Они не осознают той возможности, которая сегодня существует. Они где-то там застыли в прошлых временах, когда можно было вообще без капитала войти, там, купить какой-то крем, купить какое-то что-то, купить небольшое за 30-50 долларов и всю жизнь учиться продавать. Сегодня это уже не работает. Вы знаете, сегодня я утром была в Гонконге, и интересный факт. Я сама лично видела парикмахера-робота. Робот-парикмахер. Есть еще роботы, которые уже на ресепшене, в гостинице на ресепшене. О чем это нам говорит? О чем говорит вашим детям и вашим внукам вот это глобальность или засилье роботов? О том, что человеку нужно будет как-то искать свое место, где-то найти его, потому что бизнесменам, крупным компаниям, им легче иметь дело с роботом, нежели с живым человеком. Живой человек может заболеть, живой человек может, там, ему уход за ребенком нужен или еще какие-то отпуска и так далее. А робот есть робот, он работает постоянно, и, естественно, мы должны понимать, в какое время мы живем, и оценить то предложение, которое сегодня дает наша компания. Прежде всего, мы даем возможность людям войти в мир бизнеса, в большой, крупный мир бизнеса, на небольших инвестициях. У нас есть возможность передать по наследству свое дело. Мы можем учиться, мы можем совершенствоваться вместе. И это очень важно, чтобы мы с вами понимали. Я сегодня немножко больше раскрою, потому что в прошлый раз я вам немножко поверхностно рассказала только о маркетинг-плане, но не рассказала о глобальности нашего проекта. Наша программа, она имеет стратегическую цель. Не только мы имеем комиссионное вознаграждение как таковое, но и программа становится международной или основой международной сети недвижимости по франчайзинговой модели. То есть это первая программа, которая сразу вводит нас во франчайзинг, о чем мы постоянно говорим вам. И это первая ступень построения инфраструктуры.
Это формирование региональных компаний, создание международной сети партнерских офисов и развитие собственной системы недвижимости внутри этой программы. То есть фактически вы можете, начав с небольшого вложения, вы можете достигнуть вместе с обучением, с поддержкой филиала, на основании сети, которую вы строите, вы можете достигнуть очень большой высоты в этом деле. Я думаю, никому не секрет, что тот же президент Америки Дональд Трамп и многие подобные ему, но имя известное сейчас недвижимость Дональд Трамп, да, он начинал тоже, может быть, где-то в сетевом маркетинге, как он говорил о себе, да, но он достиг высокого полета в бизнесе, в традиционном недвижимости. У вас такая же задача. Вы можете начать с малого и закончить торговлей крупной международной коммерческой недвижимости. В этом цель проекта. Я скажу вам, на чем формируется вознаграждение. В прошлый раз я не говорила об этом. Сегодня я скажу. Стоимость одного слитка 210 тысяч евро в настоящее время. Еще одну новость, которую сегодня Роберт Мак сказал. У нас была сертификация слитка, сделанная в Австралии. Сейчас у нас есть уже готова по запросу JP Morgan готова сертификация самого высшего качества нашего слитка Titanium Cosmic. Она пойдет в банки, она пойдет кругом, где работают наши слитки. Чистота зашкаливает. Есть там 99,9 в очень большом периоде. Есть небольшие примеси, но это миллионные доли, которые находятся в этом слитке. Они поражены этой чистоте, и себестоимость слитка без 20 или 40%, которые мы внесли в нашу структуру, из которой мы 40% даем на сеть, да, без этого только чисто изготовление, материальное изготовление. Сам материал сколько стоит? Себестоимость $15 тысяч. Себестоимость. Почем вы покупаете? Почем вы приобретаете сегодня? По какой себестоимости? По 4000 евро, и туда что входит? 20% вашего дохода и 20% филиального дохода, да? То есть то, что на структуру, потом идет все на структуру. Это все входит туда. Сейчас оценка для банков, оценка для всех $15 тысяч. Вы представляете, какой вы имеете шанс в настоящее время? Маркетинговый фонд в программе вот этих 210 тысяч евро 52 500, 25%. Он идет, эта сумма от слитка идет в маркетинговый фонд. Именно этот фонд формирует комиссионные, инфраструктурные бонусы развития сети недвижимости. Это фонд от всех слитков, которые куплены у нас в сети. Как фонд формируется не от одного человека, а от всех слитков, которые в сети вот купили на данный момент. Вот от этого фонд формируется. Дальше идет продолжение и так далее.
и как будет рассчитываться, сколько вам нужно иметь слитков для того, чтобы получать комиссионные за продажу недвижимости. Это значит, первое, вы входите, там один слиток, у кого-то два, у кого-то три, но обязательный один слиток. А дальше рассчитывается после каждого дополнения, то есть вы приглашаете в сеть, в партнерскую сеть, приглашаете людей, они покупают слиток, фонд увеличивается, и уже вы имеете право по структуре торговать недвижимостью большего размера. Дальше у вас сеть вырастает у вас групповой фонд. И в соответствии с этим вам сразу идет перечисление. И на основе того, сколько у вас в группе слитков, будет формироваться фонд, из которого вытекает стоимость недвижимости, которую вы можете продавать, предлагать и за которую вы можете получать бонусы. Понятно, как это работает? Еще раз повторяю, те комиссионные, которые вы будете получать, они идут не из недвижимости, не из стоимости недвижимости, а из вот этого фонда. Фонд, который будет рассчитываться у вас по мере построения структуры. Вот представьте себе, кто сейчас работает и кто строит структуру. В настоящее время у него будет сформирован фонд из тех слитков, которые у него в структуре уже куплены. И поэтому стоимость недвижимости, с которой он будет приобретать доход, она резко возрастает, так или нет? Нет, стоимость недвижимости не будет уменьшаться, там 210 тысяч минус 52. Нет, это фонд, который формируется уже при работе слитков. Слиток идет в работу в банк, и там формируется вот 20%, 25% от стоимости слитка идет на этот фонд по программе банковской, нашей внутренней программе. Это не влияет на стоимость недвижимости и так далее. Понимаете это, да? Дальше. Продажа недвижимости, она не свободна у нас, а строго регулируется системой. Почему? Потому что есть юридическая ответственность, вы что-то продаете, вы продаете недвижимость. Есть репутационные риски, а в недвижимости это крайне опасно. Есть международные стандарты, в которых работает программа недвижимости, и, конечно, действует защита клиентов. Это все мы учитываем в программе для того, чтобы допустить людей на этот рынок, на торговлю недвижимостью. Естественно, они должны будут пройти образование, и дальше уже мы будем идти по карьере. Я сейчас представлю именно эту часть расчета и прав, которые получают по статусам, да, и, естественно, это будет работать уже в программе недвижимости, ну, согласно статуса, который человек будет иметь. Доступ к недвижимости по статусам. Партнер, который только зарегистрировался, он не имеет права сразу продавать недвижимость. Ему нужно получить образование, ему нужно выйти на уровень какой-то, чтобы он мог уже включиться в процесс.
Он пока формирует образование и формирует свою структуру. Ему разрешено, вот уже с консультанта он может продавать, уже будет разрешено продавать готовые квартиры, объекты до 50 тысяч евро и только внутри своей страны. Я скажу вам, что здесь это не входит сейчас акция. По акции вы получите комиссионные в том размере, который есть. Это как будет работать программа. Понимаете это, да? Условия: обязательное обучение, сдача внутреннего тестирования и соблюдение регламента компании. Каждый будет получать регламент согласно того, что он будет делать, как он будет, где он будет проходить образование и так далее. То есть консультант, он может продавать только готовые квартиры до 50 тысяч евро и участие только внутри своей страны. Дальше. Менеджер. Разрешено. Прошу прощения, я, наверное, пропустила. Консультант, я, наверное, что-то пропустила, да? Сейчас, минуточку, я посмотрю. Наверное, какой-то слайд не сделала. Не могу найти сейчас. Да, менеджер. Разрешено. Квартиры, объекты на стадии строительства до 150 тысяч евро. Страна проживания – отдельные регионы. То есть регионы расширяются. То он имел право в своем регионе, в своем городе. Когда он выходит на менеджера, ему уже, например, областные центры или там еще какие-то центры. То есть в зависимости от региона он может уже продавать недвижимость, объекты до 150 тысяч евро. Следующее. Региональный менеджер. Дома, земельные участки, коммерческие объекты малого уровня, лимит до 500 000 евро. Вся страна, и уже здесь региональная франшиза. То есть он получает франшизу, право открыть франчайзинг по недвижимости, свой офис. Дальше он получает это право работать уже в определенном регионе. Понимаете, да? Директор-менеджер. Коммерческая недвижимость, международные сделки, франчайзинговые офисы и лимит до 1 миллиона евро. И здесь уже директор-менеджер приступает к международной работе. Директорская группа, серебряный директор, он может управлять региональной сетью, создавать агентство по франшизе и открывать франчайзинговые офисы внутри своей структуры. Понимаете, насколько это глобально, да? Видите уровень этой программы? Золотой директор, международные объекты, элитная недвижимость, координация международных продаж. Платиновый директор, возможности, инвестиционные проекты, строительство, международные девелоперские программы.
Диамантовый директор, возможности, собственные сети, международные франчайзинговые структуры, участие в глобальной системе недвижимости. И президентская группа формирует глобальную уже сеть, координирует международные франшизы, участвует в стратегическом развитии. То есть это уже люди, которые вошли в президентский уровень, они будут участвовать в развитии, например, строительных объектов в своей стране, которые с помощью компаний будут сделаны высокого уровня, например, в развитии в международной системе строительства и так далее, в различных регионах. Почему такая модель, она устойчива? Потому что вы, начиная с малого, можете иметь постепенно доступ к крупным объектам. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что вы можете работать не только внутри своей структуры, а вы можете на основании, например, собирать свою недвижимость. То есть вы участвуете, вас научат, как это делать. У вас может быть своя недвижимость внутри, вы можете ее продавать. И когда вы предлагаете всем людям, предлагаете какую-то недвижимость, вы выставляете, у вас будет сайт, личный сайт, который формирует, вы выставляете, и вы предлагаете людям заработок на недвижимость. Вы предлагаете, вот у меня есть такая недвижимость, я предлагаю тебе вариант заработка на эту недвижимость, и дальше предлагаю тебе участие. Ты сможешь приобрести вот эту недвижимость. Вы понимаете, что это за уровень? Я думаю, что мы с вами сможем иметь хороших риэлторов внутри своей структуры. Образование, полностью образование, оно даст вам возможность. Будут очень квалифицированные кадры, которые будут учить вас работать в недвижимости. Вход в программу недвижимость будет стоить 6000 евро. Почему? Первое, я не помню, я сделала сайт или нет, 5000 будет стоить резервный слиток, 200 регистрация, 560 будет стоить открытие счета и 240 образовательный процесс. И поэтому вы можете войти в программу недвижимости с 6000 долларов. Я сегодня посмотрела в интернете, для того, чтобы войти в небольшую франшизу, в Европе нужно минимум 25 тысяч евро. В России 1,5 миллиона рублей. Это нижняя часть. Вот я просто взяла в Европе и в России, чтобы нам немножко подумать. Вы представляете, вы заходите на 6 тысяч евро. И еще дальше. При заходе слиток вы покупаете, у вас идут проценты за покупку слитка по маркетингу. Дальше вы регистрируете, за регистрацию у вас идут вознаграждения. За открытие счета у вас идет вознаграждение. И за программу, да, и за образование у вас будут идти вознаграждения. А дальше мы будем идти выше и выше. У нас все будет рассчитываться в евро. В евро будет рассчитываться.
А уже вы сможете просчитать, например, стоимость, вы просчитываете для своей страны там, в долларах и так далее. Но основная валюта у нас евро. Внутри системы растут люди. Да, 240 тоже идет по маркетингу. Любая покупка у нас внутри структуры, она идет по маркетингу. Понимаете это, да? Они получают квалификацию, они становятся специалистами. И дальше слиток – это не просто актив, а это элемент допуска к следующему уровню бизнеса. Именно здесь, в программе недвижимости. Франчайзинг, он создает масштабируемость. И система посредством франчайзинга, она быстро расширяется. И мы с вами сможем с помощью этой программы работать во многих странах. Во многих странах. Потому что франчайзинг мы можем открывать везде, где есть такая возможность и перспектива. Куда мы можем входить, наши филиалы, наш центр недвижимости, они будут вас информировать, на каком уровне там рынок, стоит ли в этой стране работать, где и как мы будем, какую недвижимость лучше взять и так далее. То есть будет советник, который сможет вам помочь в этом деле. Вы сможете получать рекламу, вы сможете вести самостоятельно этот бизнес. Скажите, пожалуйста, стоит ли работать в этом бизнесе? Стоит ли работать? Почему вы сейчас сидите? Почему? Вы представляете? Я просто смотрю, как люди мечутся сейчас, в настоящее время, мечутся, чтобы куда-нибудь попасть. А наши люди думают, что им все сойдет. Не сойдет. Знаете, кто придет на обучение? А на обучение мы допустим только тех активных людей. Каждая компания хочет сильных людей иметь. И если человек отстал, не хочет сейчас рисковать, не хочет работать, у него какая-то депрессия, он ничего не хочет делать, он не рассказывает, я подожду, я там посмотрю, я то, другое, третье. Скажите, компании такие люди нужны? Или она будет тянуть этих людей за шиворот, чтобы их и что-то с них получилось, куда-то их вытащить на какой-то уровень? Сейчас время проверки. Сейчас время проверки, как человек вообще, способен он к бизнесу или не способен, как он формирует свое мышление, он хочет занять место. То, что мы получим все, это обязательно мы получим. В этом нет никаких даже опасений, потому что вы видите, насколько серьезно разработана программа. Вы видите, как мы подходим. Коробочки маленькие делаем для унций. То, что я могу на этом уровне вам показать, я все показываю. Я не могу сейчас сертификат показать. Он идет для банков, этот сертификат. И он будет только когда вы заключите контракт. Это конфиденциальность. Потому что сертификат, он создает конкуренцию. То есть есть какие-то люди, которые хотят секреты узнать. Мы должны держать конфиденциальность во всем.
везде. Если бы мы сейчас открыли наши компании, наш банк, вы думаете, нам дали бы работать? Почему мы этого не делаем? Покупателем может стать тот человек, который идет на общих основаниях, только член нашей структуры Trek, и тот человек, который купит слиток, и все будет в программе. Да, кто возьмет слиток? Только тот человек. Но предлагать, я за что говорю, вы выходите с недвижимостью, у вас есть вот коммерческая недвижимость, вы имеете документ, про сертификат. Каждому из вас будет даваться документ, вы будете иметь сертификат такого уровня, и так далее. Вы проходите обучение, у вас сертификат, вы это выставляете на своем сайте, вы приглашаете людей. Эти люди, они смотрят, что вы квалифицированный человек, вы работаете, у вас зарегистрирована компания по франчайзингу, вы представляете эту компанию Cosmic Foundation, это так называется наша программа, да, и вы предлагаете людям недвижимость, любым людям. Человек говорит, да у меня нет денег на эту недвижимость. И что вы делаете? И что вы делаете? Вы предлагаете ему возможность заработка, да? Вот поэтому я говорю, когда вы придете сейчас, в настоящее время, вы когда человек входит в нашу программу недвижимости, он покупает слиток в программе недвижимости. Не путайте это с общим. Понимаете? Те люди, которые пришли к нам на программу, они участвуют именно в этой программе. Для вхождения в программу недвижимости они покупают слиток именно в программе недвижимости. Это не тот слиток один он купил, и теперь он во всех программах участвует. Нет, он покупает слиток. Вы же приглашаете человека куда? В программу недвижимости. Я сейчас говорю о программе недвижимости. Человек входит в программу недвижимости, он покупает слиток для программы недвижимости, из которого идет фонд. И вот те слитки, которые у нас резервные, и мы их, да, только участники программы, естественно, участники программы. В нашем случае вы сможете в программу купить слиток, когда уже будет обслуживание. Сейчас вы покупаете слиток, и в акции он будет входить. То есть вы сможете при акционной недвижимости, которая есть, вы сможете уже получать проценты. Вход в программу недвижимости не 240 евро, а 6000 евро. Я вам говорила в самом в начале. То есть вот этот слиток, который вы купите для того, чтобы войти в программу недвижимости, он формирует вход. Фонд, вот этот фонд, он формирует, да, и когда ваши партнеры покупают слиток резервный для участия в программе недвижимости, вот именно этот фонд, он
выплачивает вам вознаграждение. Понятно? 4000 евро плюс 200 регистрация, плюс 560 открытие счета и плюс 240 для образовательной программы. Понятно это? Получается 6000 евро. Всем понятно? Я не буду сегодня повторять то, что в прошлый раз говорила. Нет. Почему? Человек, который приходит, новый человек, он может прийти и вступить прежде всего в программу недвижимость. Понимаете? Он покупает слиток в программу недвижимость. И он, но он не имеет доступа к другим программам. У него не будет слиток работать в тех программах, которые у нас работают. Для этого пусть он заработает и купит еще слиток для участия в других программах. Это понятно? Да, как и в других, как во всех программах наших мы будем делать такой фонд. Почему? Потому что фонд, из которого идет вознаграждение, значит, он дает эти вознаграждения, а недвижимость тогда не поднимается в цене. Мы не берем денег из недвижимости. Вот она стоит столько, ее оценили в столько, и вы платите эти деньги. Естественно, если вы через какого-то постороннего риэлтора будете это делать, он будет получать там 3%. У нас эти 3%, они идут по маркетингу. Это понятно? Да, вы с вашими слитками, которые вы сейчас покупаете в рамках акции, вы идете в программу недвижимость. Это, это тоже акция для тех людей, которые сейчас работают. Они с этими слитками смогут войти в программу недвижимости, чтобы получить проценты от тех людей, которые недвижимость заработали в акции. Это понятно? Недвижимость мы покупаем с любых денег, со всех, которые вы не покупаете за фонд. Фонд не формируется для покупки недвижимости. Фонд формируется для вознаграждения. Понимаете? Фонд – это не для покупки недвижимости, фонд для вознаграждения. А вы в других программах, в комиссии с этой программы, вы зарабатываете деньги на покупку недвижимости. Понимаете? Вот какая связь в наших программах. То есть программы, в которых мы зарабатываем деньги, программы, в которых мы стабилизируем, это наша резервная валюта, стабильность нашей валюты. А есть программы, в которых мы получаем вознаграждение. Не надо вам по-новому регистрироваться. Нет, регистрация и открытие счета – это я для новичков. Когда вы приглашаете новичков, то, естественно, регистрация, открытие счета. Для тех, которые уже есть в структуре, не нужно снова регистрироваться и оплачивать счет. Только там 5 слиток, 5000 слиток будет стоить, уже купите из тех денег, которые вы получите, да? Ну и обучение. Это понятно?
6 тысяч– это все вместе. 5 тысяч стоит слиток, а 6 тысяч– это регистрация для нового, счет для нового и обучение. Теперь все понятно? Я не буду сегодня повторять то, что говорила в прошлый раз. Вы откроете, у вас есть эти слайды, вы получили их, и вы сможете проследить, сколько вы будете иметь денег. А теперь я хочу спросить, скажите, пожалуйста, вот этот момент разве, можно пропустить? Умный человек что сделает сейчас? Что сделает сейчас умный человек? Тот, который хочет обучаться. Я, например, на тренинг, который будет у нас, да, там по акции будет тренинг, но на тренинг, который будет идти внутри компании, по недвижимости мы будем приглашать людей на тренинги, там другие. Вы думаете, что мы будем неактивных туда приглашать? Человек не работал год, человек не работал 2, что он имеет право поехать на образование какое-то? Не имеет права. Мы тоже выбираем, мы выбираем сильных людей. И знаете, в любом деле многие говорят, а мы раньше были. То, что раньше, сегодня, увы, это время прошлое. Раньше вы скопили капитал, вы работали, да, какой-то капитал скопили, а сегодня ваше участие очень важно для компании. Я скажу, мне приходится перекрывать. Почему? Потому что все следят за движением. У нас же слитки проходят. Сколько есть, сколько слитков нужно там для развития филиал. Чем больше слитков у нас в филиале, тем больше у нас потенциал развития дальше. А если нет, вы думаете, компания будет за вас платить? Ничего подобного. Мы не будем платить. Вы хотите, чтобы ваш регион расцветал? Вы хотите, чтобы ваш филиал поднимался? Так участвуйте в этом. Участвуйте в этом деле. И не надо смотреть там, вот перенос, не перенос. Это дело, вы видите, как мы стараемся. Я не вылажу с этих самолетов и работаю с клиентами и со всеми. Вот почему? Потому что время очень сложное. Сегодня нужно было лететь, потому что, увы, нужно было еще дополнительно деньги перечислить, чтобы нам действительно уже никуда не переносили эти транзакции, и транзакции состоялись. Да? То есть фактически мы хотим, чтобы это было, но вы же сами понимаете, в какое время. Тут играет, вы посмотрите на фондовых рынках, чуть-чуть где-то кто-то крякнул, извините за это слово, и весь рынок посыпался, миллиарды убытков, да? То есть реакция идет. А нам реакция, она идет за счет слитков, которые вы приобретаете. Каждый приобретенный вами слиток, в какой стране, в какой филиал идет, мы сразу его делаем видимым. Мы видимым его делаем, чтобы у нас было на филиале больше скапливалось слитков. И никто не будет, нянчиться с теми людьми, которые этого делать не хотят, которые себе кучу отговорок придумали для того, чтобы только не делать, а обвинить все и вся вокруг. Поэтому вы имеете очень четкую программу, по которой будете действовать. И, пожалуйста, думайте, в какое время мы живем. Вы сможете передать бизнес готовый. Вот смотрите, вы сформировали сейчас структуру, вы сформировали место. Потом придет ваш сын, ваша дочь, и после вас это место займет. И он будет иметь уже развитие полное. Делайте это, делайте для вас, для будущего поколения, потому что это важно.
потому что это ваше будущее. И мы нацелены на то, чтобы полностью с вами работать постоянно. Но, естественно, смотрим на уровень вашего мышления и на уровень вашей подготовки. У меня все на сегодня. Всего хорошего.